Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня мы начнем более детально знакомиться с вандами в моей коллекции. 27 июля 2022 года на этом канале вышло видео «Рекорд. 100% результат цветения ванд». И действительно, все 4 ванды, которые есть у меня в коллекции, одновременно зацвели. Это не первое одновременное цветение ванд всех вместе в моей коллекции, но первое именно такое шедевральное, необыкновенно яркое, пышное и ароматное. Как я вам пообещала в прошлом видео, в этом видео мы начнем рассматривать каждую ванду индивидуально, по мере их поступления в мою коллекцию. И потому совершенно не случайно на ваших экранах сейчас солирует самая крупноцветковая ванда в моей коллекции. Это ванда рыже-терракотово-красного цвета. Много раз и в самых разных видео я показывала вам цветение этой ванды, но мне ни разу не удалось показать ее вам в момент полной зрелости цветка. Но давайте начнем разговор обо всем по порядку. Первая ванда появилась в моей коллекции 6 марта 2020 года, то есть около 2,5 лет назад. Это был долгожданный и очень желанный подарок на 8 марта. Я увидела ее фотографию в Инстаграм и сразу же влюбилась и попросила мне ее подарить. Ванда приехала ко мне вечером 6 марта 2020 года из другого города Приморского края, из города Арсеньев. На орхидее был цветонос с уже засыхающим кончиком, а это значит, что в дальнейшем остальные бутоны не развились, и 3 распущенными цветами. Если вы не первый день на этом канале, то наверняка знаете, как скептически я отношусь к покупным цветениям, прекрасно зная, что они никоим образом не раскрывают потенциал растения. И на тот момент меня больше волновали не быстро отцветающие цветы, а то, как растение сможет адаптироваться в моих домашних условиях и принять их. К появлению ванды у себя дома я очень тщательно готовилась. Я проанализировала все природные условия произрастания этого вида орхидей и сравнила их с тем, что я могу предоставить ванде в своих домашних условиях. И осталась довольна. В моем распоряжении есть французские окна в пол юго-восточной ориентации, через которые поступает в 2 раза больше света, чем через обычное окно, и балкон той же самой юго-восточной ориентации для содержания ванд в теплое время года. Для эстетического оформления корневой системы ванды я выбрала обыкновенные прозрачные пластиковые горшки объемом 4 литра, в которых я проделала огромное количество вентиляционных отверстий по стенкам. Как такового субстрата в горшках нет. Для утяжеления посадки, для того, чтобы листовая масса растения не перевешивала корневую систему, в посадку добавлены обыкновенные морские камни, окатыши с морского побережья рядом с домом. Ванда относится к орхидеям моноподиального типа. При благоприятных условиях растет четко вверх, точно так же, как и фаленопсис в природных условиях. И только неблагоприятные условия произрастания заставляют ванду, как и фаленопсис, отклоняться от роста четко вверх. Самым главным неблагоприятным условием для развития орхидеи является недостаточная освещенность, и тогда проявляется положительный фототропизм, когда стебель орхидеи искривляется в сторону света.
Еще раз будьте, пожалуйста, внимательными. Знак и величина фототропизма зависят от уровня освещенности. Типичной является положительная фототропичность при слабом свете, отрицательная фототропичность при сильном или очень сильном свете и отсутствие фототропичности при среднем, естественном и достаточном для растения свете. Наблюдайте за своими орхидеями, и неважно, ванда это или фаленопсис, если ваше растение заваливается в горшке, как бы укладываясь на субстрат, это однозначный признак того, что вашей орхидеи не хватает света. Как я уже рассказывала ранее и сейчас еще раз повторюсь, в северном полушарии без дополнительного освещения для орхидей не обойтись. Если, конечно, вы хотите, чтобы они правильно и динамично развивались. Что является правильным и динамичным развитием для ванды? Как его оценить? В идеале ванда отращивает 3 пары листьев в год, то есть 6 листьев. В одновременном росте могут быть 3 листа сразу. Обращайте внимание на длину листа. Если ваши домашние листья растут более длинными, чем были листья при покупке, значит света ванде не хватает, и она увеличивает поверхность фотосинтеза. В таком случае мощность светильников нужно увеличивать. Естественного и искусственного света у вашего растения должно быть столько, чтобы ваша орхидея не впадала в период покоя ни зимой, ни летом, чтобы в любое время года у нее был очевидным листовой, корневой рост и по возможности рост цветоносов. Ванда относится к тропическим растениям в природных условиях, произрастающих в преэкваториальных зонах, а это значит, что не имеет периода покоя. Растет, развивается и цветет в любое время года при создании благоприятных условий. К благоприятным условиям содержания ванд относится не только достаточный уровень света, как естественного, так и искусственного, но и достаточное снабжение ванды водой. Когда в комментариях у меня спрашивают, почему ванды зрителей не развиваются, а я спрашиваю в ответ, как часто растение поливается, мне часто отвечают, что поливается ванда раз в неделю. Запомните, еще одним очень важным фактором для впадания орхидеи в стресс является недостаток воды. Если вы организовали своей ванде досветку до 12-14 часов в сутки при хорошей мощности светильников и при этом поливаете ее 1 раз в неделю погружением на полчаса, то вы наверняка введете свое растение в стресс. При достаточном уровне света вы должны обеспечить своему растению достаточное количество воды. Как определить, хватает ли вашей ванде воды? Как она сама вам об этом может сказать? Какие признаки для этого есть? Прежде всего, это расположение листовой пластины ванды. Если ванда не экономит воду, она расправляет свою листовую пластину в плоскость по типу расправленной ладони или раскрытой книги. Если листья вашей ванды сложены лодочкой, то она наверняка экономит воду и воды ей наверняка не хватает. В таком случае я очень рекомендую вашей ванде различные водные процедуры, начиная от купания растения в душе и заканчивая различного вида опрыскиваниями. Если в вашем распоряжении есть баня или душевая кабинка, после вечернего душа в напаренное помещение поставьте свою ванду и оставьте там на ночь.
она однозначно будет вам благодарна. Но не забывайте о комфортных для ванн температурах. Самые лучшие температуры для содержания ванн плюс 25, плюс 28 градусов Цельсия. И это оптимальные температуры для дневного содержания. Самыми лучшими ночными температурами являются температуры от 16 до 20 градусов Цельсия. И пока я рассказывала вам все эти интересные подробности содержания ванн, мы подошли к моменту полного распуска и полного вызревания цветка ванды. Как я уже говорила, это растение с самым крупным цветком в моей коллекции. Да и вообще, это самая большая орхидея у меня дома. На фотографии справа первое домашнее цветение этой ванды. И для того, чтобы вы могли понять ее размер, для сравнения с ней я поставила еще одну орхидею, в предках которой есть вандовая орхидея. Итак, сравниваем Асканопсис эриандопкин, который стоит у подножья ванды стандартного размера. Я вам уже рассказывала и повторю еще раз. Все ванды в моей коллекции очень ароматны. И ароматы у всех разные. Каждый из этих ароматов прельщает и дурманит. Я не могу определиться в приоритетах и какой из этих ароматов мне нравится больше всего. Каждый из них прекрасен. Часто в комментариях спрашивают, как долго длится цветение ванды. Это зависит от нескольких факторов, но прежде всего от окружающих температур. Чем прохладнее, тем длительнее будет цветение ванды. Опять же, чем меньше этапов гибридизации прошло растение, чем ближе к природным сорт, тем меньше длительность цветения. В моих домашних условиях и при моем уходе ванды цветут в среднем 1,5-2 месяца. Зато они цветут чаще, нежели многие фаленопсисы. Мои ванды цветут 2-3 раза в год. В этом цветении на орхидее максимальное количество цветов за все время. Их 14. Цветы располагаются по кругу и образуют собой огромный букет или целую охапку цветов. В общем, моему восторгу нет предела, и в эти дни я готова любоваться этими необыкновенными царственными цветами весь день напролет. Хочу отметить, во время цветения ванды не располагаются на открытом балконе. Они содержатся внутри квартиры. Для того, чтобы показать вам истинную красоту цветка, я выношу их на балкон для съемок в солнечные дни. Занесла в квартиру после начала цветения я ванды не сразу, а поплатилась за это сразу. Но об этом я расскажу вам в следующей серии цикла видео о вандах. А сейчас я предлагаю вам посмотреть первое домашнее цветение этой ванды, которое состоялось в 2020 году. Тогда YouTube канала у меня еще не было, а желание снимать свои орхидеи и показывать их во всей красе уже было. И поэтому сейчас у нас есть такая возможность сравнить первое и последнее домашнее цветение этой орхидеи. А пока вы будете сравнивать, я напомню вам, что 15 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, вы можете не ставить пальчик вверх под видео и не подписываться на канал. Просто возвращайтесь.